Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня я представлю вам свой топ-10 смарт-браслетов, на которые я бы обратил ваше внимание на грядущие распродажи 11.11. Напоминаю, она с 1 по 13 проходит. Для начала маленький ликбез для впервые покупающих устройства таких типов, а таких, поверьте мне, немало. Во-первых, вы должны помнить, что от правильности размещения смарт-браслетов на руке зависит правильность определения измерения данных, таких как уровень кислорода в крови или пресловутый СПО2. Частоту сердечных сокращений, стресса и ряда других. Браслет должен обязательно быть плотно надетым на руку и не должен болтаться, иначе показатели будут неправильные. При том, что перетягивать тоже не стоит. Во-вторых, обязательно введите свои персональные параметры, такие как рост, вес и пол в управляющую программу. Ведь от этого зависит точность получаемых устройством шагов и учет вашей активности. А без точных данных вы будете получать произвольные цифры, не имеющие отношения к реальности. И в-третьих, перед покупкой дойдите до ближайшего сетевого магазина, если таковые есть у вас поблизости, и постарайтесь померить на руке интересующий вас смарт-браслет, дабы сразу после покупки начать полноценно пользоваться девайсом, а не бегать в поисках аксессуара нужного вам размера. Или на крайний случай найдите в описании продаваемого устройства, ну или в интернете длину ремешка, например, на моем канале, и сравните эту длину с диаметром своего запястья. И как я часто повторяю, не забывайте, какого бренда у вас смартфон. Если у вас Huawei или Honor, логично, что к ним надо брать Huawei. Если Xiaomi. Если яблоко, любой браслет из топовых, от экосистемы никуда не убежишь. И помните, что все эти браслеты постепенно обучаемы. То есть они реально начинают понимать, где, как и чем вы занимаетесь. И лучше давать вам данные. Но опять же, это только про топовые браслеты с топовым ПО. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Напоминаю, что я разыгрываю iPhone 14-11 ноября и 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Плюс на эту распродажу я сделал еще 4 топа. 2 на наушники, 1 на часы и 1 на смартфоны. И 3 стрима. Смотрите в записи на канале. На этом мой маленький ликбез закончен. Полетели. 10-е место моего топа — это браслет Xiaomi Huami Amazfit X. К плюсам данного девайса я отнесу космическую внешность, изогнутый AMOLED дисплей. Такие уже были, но только в еще большем дошмане Red Magic. Его тоже обозревал. Легкий и прочный корпус, до 7 дней автономности работы, мониторинг сна, SPO2, активность и уровень стресса, GPS-навигация, возможность включения тренировки в фоновом режиме, водонепроницаемость тоже в наличии. Комплект и подача просто царская. Есть запасная часть ремешка, так что даже обладатели узкой руки смогут носить браслет с комфортом, без дополнительных затрат. Весит браслет с ремешком 45 граммов, 2 варианта расцветки на выбор, и это хорошо. Корпус из титанового плава и полимерных материалов, закругленный экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3 версии. Съемный ремешок из вторкаучука. Сборка отличная. Зарядка с пинами, также на задней панели браслета расположены датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту трехосевой датчик ускорения, трехосевой гироскоп, оптический датчик BioTracker PPG версии 2.0 и датчик внешнего освещения. Сон, как и все фазы сна, браслет считает хорошо, как и дневной сон. Также на правом боку есть микрофон и сенсорная область. Для срабатывания на сенсорную область необходимо прикладывать небольшое усилие. Вспоминаем яблочные уши 3 версии, правда? Она выполняет функцию возврата на главный экран, а также включение-выключение экрана. Для быстрого перехода к тренировкам можно свести 2 пальца от верхнего и нижнего края экрана, очень удобно. Также можно выбрать на этот жест любое другое действие из представленных. Прямоугольный AMOLED дисплей имеет размер 2,7 дюйма и разрешение 206 на 640 точек. Плотность пикселей стандартная для носимых устройств 326 ppi, яркость 430 нит, на улице все видно без проблем. Автояркость на борту работает корректно, время до отключения экрана максимум 30 секунд, есть полноценный Always On дисплей, в целях безопасности можно установить 4-значный пин-код. Предустановлено 2 циферблата, причем в одном из них можно сразу же переходить в приложение. Приложений на выбор 25 штук. Свайпы стандартные, снизу вверх уведомления, сверху вниз. Панель быстрого доступа, слева направо панель с виджетами, которые можно настроить под себя, справа налево меню. Будильник можно устанавливать прямо на самом браслете, что удобно. Операционная система Amazfit OS, Bluetooth версии 5.0. В браслет вшито 9 видов тренировок. Есть автоматическое распознавание активности, но срабатывает оно не всегда и не сразу. Во время тренировки в фоне можно полноценно пользоваться часами. Считайте мультизадачность на борту. GPS-модуль поддерживает 2 навигационные системы. Вибра хорошая, но не настраиваемая. Уведомления приходят моментально. Смайлики отображаются не все, как и иконкой приложений. Длинные сообщения прочитать можно. Емкость аккумулятора производитель не указал. Полностью он заряжается за 1 час 56 минут. За 30 минут тренировки с включенным GPS уходит 7% заряда. Есть
режим энергосбережения, в котором браслет работает в режиме часы. Водонепроницаемость 5 атмосфер позволяет купаться в пресной воде. Да, и режим тренировки плавания на это намекает. Приложение ZEP для настройки на русском языке, разобраться в нем несложно. Полноценный обзор на этот и на все остальные места моего топа вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео, либо в прикрепленном комментарии. Так же, как и приобрести эти девайсы, просто напоминаю. Но самое интересное, разумеется, подписывайтесь на мой телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 13 тысяч человек, и если вы грамотно оформите техзадания по тому плану, допустим, как я вчера описывал в стриме на часы, то вам посоветуют, что вам лучше приобрести. Минус — это уровень кислорода в крови измеряется только в ручном режиме, нет возможности посмотреть фазы сна на браслете, нельзя установить на заставку свою картинку, нет возможности загружать в браслет музыку, либо что-то еще. Интерфейс доступен на английском языке, русского нет и не появилось, что печально. Нет динамика, нет возможности подключить Bluetooth наушники или нагрудный датчик, нельзя разговаривать с часов, только сбросить вызов или включить беззвучный режим. Разумеется, нет никаких симок, нет быстрых заготовок, нельзя ответить на сообщения. По итогу этот браслет с отличным внешним видом, скромным, но полностью рабочим функционалом. Если вам данного функционала будет достаточно, берите, не сомневайтесь. С одной стороны, с другой стороны, практически железно, что там будет немного посажен аккумулятор. Модель старая, но стоит в итоге сейчас она 5 раз дешевле, чем она стоила на момент старта продаж. Поэтому на нее у меня 2 обзора. Мне они внешне безумно понравились, как для фэшена браслет прям супер. Еще и работает. 9 место моего топа я отдаю Honor Band 6. Этот браслет с хорошим ярким экраном, у него неплохая автономность, поддержка измерения SPO2 кислорода, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна и уровня стресса, а также достаточно большое количество различных watchface'ов, автоматическое распознавание вашей активности и глобальная версия данного браслета отличается от китайской. На выбор есть 3 цвета ремешков, браслет также традиционно лишь черного цвета, ремешок из TPU хорошего качества, быстросъемный, корпус браслета выполнен из пластика. Дизайн простой, кроме красной кнопки на борту и надписи Honor. Габариты браслета небольшие, весит браслет с ремешком 29 граммов немного. С помощью единственной физической кнопки можно включить-выключить браслет, открыть меню и выполнить команду «назад». На тыльной стороне расположены 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга сердечного ритма Huawei TrueSyn версии 4.0. Также есть датчик измерения SPO2, акселерометр и гироскоп. Пульс измеряется перманентно, как и уровень стресса. Уровень стресса, по моему глубокому убеждению, абсолютно бесполезная штука. Показывает произвольные цифры. Я на всех своих устройствах мониторил данную функцию. Я ее после того, как тестирую, отключаю, дабы сэкономить заряд батареи. Автоопределение тренировки срабатывает после превышения скорости в 6 км в час, то есть чуть-чуть быстрее идете, чем обычно, и браслет все определит. Прямоугольный AMOLED-экран имеет размер в 1,47 дюйма, разрешение 194 на 368 пикселей, экран имеет 5-ступенчатую регулировку яркости, спящий режим максимум в 20 секунд, функция активного экрана максимум до 20 минут. Активация экрана поднятием запястья срабатывает хорошо, но с небольшой задержкой. По свайпам снизу вверх уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа, слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя, разумеется. Bluetooth версии 5.0 не супер свежий, но пойдет. Стабильный. При входящем звонке есть возможность сбросить вызов или, нажав боковую кнопку, перевести телефон в беззвучный режим. Уведомления приходят моментально, текст отображается, иконки приложения отображаются, но не все. Вибра трехступенчатая, настраиваемая. Будильник можно установить прямо с браслета, а умный будильник только в приложении. У браслета есть 10 спортивных режимов, включая плавание в бассейне. Есть мультизадачность для таймера и секундомера. Интерфейс на русском языке доступен, сон мониторит хорошо. Аккумулятор имеет емкость 180 мАч, полностью заряжается за 43 минуты. Производитель обещает до 6 дней работы с включенным мониторингом здоровья и до 14 дней в режиме ожидания. У меня за сутки активного использования с полным мониторингом здоровья браслет потратил 22% заряда, так что заявления производителя близки к правде. Влагозащита в 5 атмосфер позволяет спокойно плавать в пресной воде. Для настройки браслета необходимо приложение Huawei Здоровье, обновление прошивки прилетали и не раз. Все полностью на русском, повторяюсь. Описание приложения смотрите в полноценном обзоре на браслет по ссылке в описании. Циферблатов много, все бесплатные, свою картинку на заставку установить можно. Минусы: нет перманентного измерения кислорода в крови, и измерение длится довольно долго. Нет автояркости, нет Wi-Fi, нет модуля NFC, но в продаже есть версия с NFC для китайских карт и транспортных карт. Правда, они вам не помогут, и мне тоже. Звонок принимать нельзя, как и разговаривать с помощью него. Не отображаются смайлы в сообщениях, нет GPS-модуля, нагрудный датчик пульса не подключить, нет полноценного АОДа. С айфоном у меня не получилось использовать браслет как Bluetooth-кнопку, причем на Android-смартфонах таких проблем у меня не было. На выходе получается отличный экран с достаточной яркостью, удобной навигацией и стабильной работой, но с некоторыми ограничениями для айфонов. И великолепной ценой, разумеется. На 8-м месте моего топа
расположен Xiaomi Redmi Smart Band Pro. К плюсам данного браслета я отнесу интересный дизайн, приятные материалы, мониторинг вашего здоровья 24/7, поддержка Always On Display, яркий и насыщенный AMOLED-экран, большая автономность, больше 100 режимов тренировок, стандартная для этого класса водонепроницаемость, удобное приложение, которое к тому же совместимо со Strava и Apple Health. Весит браслет с ремешком 26 граммов, и 8 вариантов расцветки ремешков на выбор удовлетворят запросы практически любого покупателя. У корпуса браслета цвет только черный, он полностью пластиковый, экран покрыт стеклом 2,5D. Кнопок как сенсорных, так и физических на браслете нет. Сборка средняя, при тряске внутренности слегка гремят. Прямоугольный AMOLED-дисплей имеет размер в 1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей. Пиковая яркость очень приличная, 450 нит. Автояркость на борту, также можно ее регулировать вручную. Автоблокировка экрана до 20 секунд, Always On Display самый примитивный по расписанию. Для защиты от потери можно установить 4-значный пин-код. На выбор есть более 50 заставок, и свое фото поставить на заставку можно. По свайпам сверху вниз уведомления, снизу вверх меню, слева направо и наоборот виджеты. Bluetooth версии 5.0, уведомления о разрыве соединения в наличии, но у меня ничего не отваливалось. Вибра сильная, настраиваемый. Из датчиков на борту трехосевой акселерометр с низким энергопотреблением, 6-осевой датчик, 3-осевой гироскоп, датчик сердечных сокращений ППГ и датчик освещенности. Пульс у воздуха, как и кислород, не считают. Отслеживание здоровья можно настроить на перманентную работу, а также вручную. Фаза сна и качество сна считает хорошо. На борту более 100 режимов тренировок. Автоопределение срабатывает хорошо. Многозадачность в браслете работает только с таймером. Емкость аккумулятора 200 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 23 минуты. С включенным АОДом аккумулятор разряжается быстро. За сутки разряд достигал 30%. В случае максимального контроля ваших физических данных браслета хватит всего на 3 суток. Водонепроницаемость 5 атмосфер позволяет не бояться воды. Приложение для управления браслетом Xiaomi V, Bluetooth кнопка работает. Минусы: ремешок нестандартный, быстросъемный, так что обычный из магазина вряд ли подойдет. Нельзя подключить нагрудный пульсометр, нет встроенного GPS-модуля, нет возможности загрузить музыку в браслет, нет возможности ответить на входящий вызов, как и разговаривать по браслету, разумеется. Длинный текст отображается, но смайлики не отображаются. Отвечать на смс нельзя, только удалять. Приложение на английском языке, так что для кого-то это может быть проблемой. Возможно, уже появилась русская, напишите, по-моему, нет, по моей информации. Многозадачность есть только у таймера, нет NFC модуля, нельзя ничего залить на браслет, нельзя ничего установить. Долгий отклик экрана возможно только у меня. Не все иконки отображаются на экране. Резюмирую, браслет выглядит свежо и предлагает неплохую функциональность. Если у вас не смущают недостатки, можно спокойно брать. На 7-м месте моего топа, разумеется, Xiaomi Mi Band 6. Саня, ты обалдел, скажете вы? Нет, на мой взгляд, это вполне сбалансированный браслет с необходимым набором функций и более чем адекватной ценой, притом везде, что на Али, что у дома. Он умеет измерять пульс, уровень кислорода в крови, отлично считает шаги, у него великолепный экран, минимальные рамки, компактный корпус, и он абсолютно не чувствуется на руке. Watch Face в море, экран хорошо виден даже на ярком солнце, активация по повороту запястья браслет отрабатывает, шаги считаются с погрешностью около 3%, в меньшую сторону это терпимо, ремешок капсульный, ну вы и так все знаете, наверное, этих браслетов в мире выпущено несколько сотен миллионов. Весит корпус браслета всего 13 граммов, с ремешком 23, полная невесомость. Можно разбудить экран тапом по нему, Mi Band показывает иконки приложения, а также может отображать некоторые смайлы. Плотность пикселей у Mi Band 326 ppi, экран AMOLED размером в 1,56 дюйма и с разрешением 152 на 486 пикселей. Будильники можно устанавливать прямо с браслета, в приложении есть анализ дыхания во время сна, некоторым она может быть полезна. Можно управлять плеером телефона во время активности, есть функция Bluetooth кнопки, пульс во время пробежек браслет считает с разницей около 2%, по моим тестам вообще незаметно. Автояркость менее 5 суток, при интенсивном использовании, но с аккумулятором 125 мАч это неудивительно. Минусы: SPO2 браслет не умеет измерять перманентно, версия NFC из Китая не русифицируется, сообщения, правда, будут приходить на русском. Максимальная длительность активного экрана 10 секунд, мало как по мне. Выключить Mi Band 6 нельзя, такой функции просто нет. Может, она появилась, напишите, я не встречал. Нет автояркости, нет мультизадачности. Дневной сон браслет считал у меня через раз, не знаю, с чем это связано. Нет модуля GPS, не работает оплата с модуля NFC, нет автоматической регистрации активности, на выходе мы получаем незаменимого помощника, дабы не пропустить важный звонок, изредка выйти на пробежку, следить за своей физической активностью. На 6-м месте моего топа находится Realme Band 2. Вот мы и дошли до концерна BBK, правда? Из плюсов данного браслета я выделю более 5 разных циферблатов, огромный выбор сменных ремешков, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, удобное управление сторонними устройствами, напоминание о превышении
частоты сердечного ритма, порог которого вы можете настроить, разумеется, самостоятельно. Также браслет может мониторить сон, включая дневной. На выбор всего один вариант корпуса браслета, а вот ремешков разных видов, разумеется, море. Весит браслет с ремешком всего 28 граммов, выглядит компактным. Корпус браслета выполнен из пластика и металлической рамки. На корпусе есть датчики пульса и SPO2. Прямоугольный TFT-дисплей диагональю 1,4 дюйма и разрешением 167 на 320 пикселей. Максимальная яркость 500 нит позволяет на солнце все рассмотреть без проблем. На подбородке помечена серая кнопка «Домой». Интерфейс полностью на русском языке, текст уведомления отображается. Функция Bluetooth кнопки работает без проблем, можно управлять музыкой на смартфоне. Есть мониторинг менструального цикла, свою фотографию на заставку установить, разумеется, можно. Виджеты можно переставлять, как вам удобно. 14 видов тренировок уже на часах, но из приложения доступно еще 90. Максимальный экран может не отключаться всего 15 секунд, совсем немного. Вибром настраиваемое, трехрежимное. Дневной сон считают, за что спасибо. В приложении можно посмотреть полный отчет. Аккумулятор имеет емкость 240 мАч. Браслет на максимальном интенсивном уровне проработал у меня 22 часа 50 минут с отслеживанием всего и вся. И несколькими тренировками. Не особо круто, правда? Есть быстрая зарядка, за 5 минут набежало 10% заряда, а полностью он заряжается за 45 минут. Bluetooth версии 5.1 к браслету можно подключить наушники бренда Realme, управлять их доступным функционалом, что нереально круто. Есть влагозащита 5 атмосфер, купаться в пресной воде можно. Приложение для управления браслетом Realme Link есть на обоих версиях операционных систем. Карту тренировок приложение строит, но с помощью GPS телефона. То есть такое себе. Нужен все равно мобильник. Минусы: нельзя устанавливать сторонние приложения, входящие вызовы можно только поставить на беззвучный режим или сбросить. Микрофона, как вы уже догадались, соответственно, нет. Уведомления приходят с большой задержкой, смайлики не показывает, нельзя подключить нагрудный пульсометр, нет Always On Display, вибромоторчик слабоват, как по мне, нет модулей GPS, NFC. Резюмирую: компактный, легкий дизайн, упрощенный функционал. Если починили уведомления, то отличная альтернатива предыдущего места. Еще если у вас наушники Realme. На пятом месте моего топа расположен Xiaomi Mi Band 7 Pro. К плюсам данного браслета я отнесу встроенный модуль GPS NFC, Always On Display, датчик внешнего освещения, а также он может автоматически измерять пульс и SPO2. Также уровень стресса и сон. У браслета интересный дизайн, качественные материалы и хорошее время автономной работы. Весит смарт-браслет 31,4 грамма, почти как часы. Габариты вполне небольшие, две расцветки корпуса браслета в наличии, что радует. Корпус браслета пластиковый, а ремешок сделан из TPU. Mi Band 7 Pro умеет измерять пульс и SPO2 в автоматическом режиме. Уровень стресса и кислорода сон мониторит корректно, как и все фазы сна по моим тестам. AMOLED-дисплей размером 1,64 дюйма имеет разрешение 456 на 280 точек. Плотность пикселей 326 ppi, покрыт он стеклом 2,5D, картинка четкая. Автояркость есть, работает хорошо. Есть ручное пятиступенчатое измерение яркости. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Полноценный AOT может работать как весь день, так и по расписанию. Стиль Always On Display зависит от циферблата. На браслет можно установить шестизначный пароль, по свайпам все стандартно. Виджеты можно настроить под себя. Приложение стандартное, есть все необходимое, и Bluetooth кнопка, и управление музыкой со смартфона, таймер, который может работать в фоновом режиме, и поиск телефона. Полный обзор вы можете, разумеется, посмотреть по ссылке в описании. Самое главное, читайте всегда, если вам что-то интересно, комментарии под ролик. Там очень много всего полезного собирается, больше, чем на форумах. Есть автоопределение активности, его можно выключить. Bluetooth версия 5.2, тренировок доступно 117 режимов, есть отслеживание плавания, 5 типов навигационных систем поддерживается браслетом. Местоположение определяется максимум до 10 секунд. Во время тренировки есть возможность переключать треки в музыкальном плеере. Карты строят неплохо. Входящий звонок можно только сбросить или включить беззвучный режим. Вибра хорошая, настраиваемая. Уведомления приходят моментально. Текст сообщений отображается на русском языке, что хорошо. Емкость аккумулятора 235 мАч, полностью он заряжается за 2 часа. За ночь со всеми мониторингами здоровья, но без Always On Display ушло 13% заряда. С активированным Always On Display время работы снижается еще сильнее. Браслет имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, купаться в нем можно. Приложение для управления браслетом Mi Fitness. Само приложение на русском, но регион нужно сменить на Китай. Циферблата в приложении море. Можно устанавливать свою фотографию на экран, что удобно. Минус: это быстросъемный ремешок имеет специальное крепление, его не заменить на любой другой из ближайшего магазина. Китайская версия браслета не имеет даже английского языка на борту, только китайский. Секундомер не умеет работать в фоновом режиме, голосовой ассистент AI для нас бесполезен, как и кошелек. Заметки, Аличат или Alipay. Нет возможности подключить наушники или нагрудный пульсометр. NFC бесполезен, маршруты тренировок загружать нельзя, нет быстрых ответов на звонки, сообщения. Иконки приложений, как и смайлики, не отображаются. Заметные рамки у экрана
экрана, нет заявленного компаса. Резюмирую, неплохой смарт-браслет с рабочей GPS-навигацией, но при этом не нужный NFC-модуль и микрофон для голосового управления на китайском языке, как и китайский язык в самом браслете. На момент написания обзора было именно так, мне уже пришла глобалка, скоро вы увидите еще и на ее обзор. Но мнение не поменяется. На 4-м месте моего топа еще один старичок Huawei Band 6. Почему именно он, спросите вы? Отвечу, у него есть то, чего до сих пор у большинства смарт-браслетов нет. Он умеет отвечать на вызовы, правда только телефонные, только заготовленными сообщениями. Но все же, у Huawei лучшая аналитика сна, умный будильник действительно умный, на борту управление музыкой, мультизадачность, у него довольно большой для браслета экран, он отлично считает дневной сон, сообщая вам при этом, что сон вам не особо полезен. И он автоматически измеряет SPO2. Приложение для настройки браслета стандартное, Huawei Health. Приложение на русском языке, там все понятно расписано. Весит браслет с ремешком 28 граммов, в программе есть куча циферблатов, как платных, так и бесплатных. Из полезного есть уведомление об отключении Bluetooth на телефоне, дабы не потерять браслет. Меню браслета слегка подлагивает, но не критично. AMOLED-экран имеет размер в 1,47 дюйма и разрешение 194 на 368 пикселей. Аккумулятор на 180 мАч, по моим тестам со всеми отслеживаниями прожил браслет у меня около недели, что неплохо. Без отслеживания кислорода 10 дней, в эконом-режиме 2 недели. Защита от влаги в 5 атмосфер позволяет владельцу спокойно купаться в пресной воде, отслеживание плавания на борту, притом отрезки не теряются. И если затянуть браслет на руке, он даже пульс в воде подсчитает. Даже скакалка есть в активностях. Bluetooth версии 5.0 не самый свежий, но работает стабильно. Тренировок 11 профессиональных и 85 настраиваемых, чтобы это не значило. Наличие метрики First Beat позволяет измерять максимальное потребление кислорода в нагрузках. Браслет при беге следит за пульсом и может напомнить, что ЧСС повышена. Музыкой плеера телефона можно управлять прямо во время активности, вибро хорошая, есть функция Bluetooth кнопки. Минусы. Быстросъемный ремешок имеет своеобразное крепление, так что ремешок из ближайшего магазина поставить не получится. Нет модуля GPS, NFC, нет Always On Display, что печально. Возможно, появился, напишите, но на тот момент, когда я его тестил, не было. Заглушить звонок или сбросить вызов можно только на телефонах Honor или Huawei. Нет анимированных примеров тренировок, нет возможности подключить нагрудный датчик или залить сюда музыку, нет возможности устанавливать программы, разумеется, нет возможности отображать смайлы ни в имени, ни в сообщении. С iOS-системами функционал конкретно-таки обрезан. Резюмирую, Huawei — это всегда качественные продукты, у них нет некоторых функций, но те, что есть, сделаны на высшем уровне. Ответ на звонок с сообщением — мечта многих до сих пор. Тройку лидеров моего топа открывает Amazfit Band 7. К плюсам данного смарт-браслета я отнесу отличный AMOLED-экран с поддержкой Always On Display, автоматическое измерение пульса, кислорода в крови, уровня стресса и сна, 120 спортивных режимов на любой вкус, магазин с приложениями, традиционную защиту от влаги и много других фишек. Сам браслет без ремешка весит 16 граммов, с ремешком 28. На выбор есть 6 расцветок ремешков, и это круто. Ремешок быстросъемный, силиконовый, капсула выполнена стандартно из поликарбоната. На корпусе расположено 2 контакта для зарядки, микрофон, датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биотрекер PPG версии 3.0 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, геомагнитный датчик и трехосевой датчик ускорения. Пульс могут мерить в ручном режиме или автоматическом режиме. SPO2 измеряется в автомате, в состоянии покоя тоже. Мониторинг уровня стресса происходит автоматически каждые 5 минут, мониторинг сна также на борту. Погрешность, как и у других девайсов топа, есть, но небольшая. Сон-браслет мониторит отлично, как и все его фазы. Мониторит даже дыхание во время сна, причем довольно хорошо. AMOLED-дисплей размером 1,47 дюйма и разрешением 198 на 368 пикселей. Плотность пикселей 288 ppi, рамки небольшие. Время до отключения браслета максимум 30 секунд. Время максимального включения дисплея 20 минут. На борту 3 вида АОДа, активация экрана при повороте запястья срабатывает хорошо. Можно установить на браслет свой пин и включить режим «Не беспокоить». Свайпы стандартные, не буду перечислять их. Меню, виджеты, панель быстрого доступа можно настроить под себя. Из интересного в меню есть индекс PI, есть измерение одиночным касанием, история менструации, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Поиск телефона и Bluetooth кнопка. Bluetooth версии 5.2, тренировок доступно 120 режимов, есть отслеживание плавания с водонепроницаемостью 5 атмосфер и автоопределение активности. Хорошо определяют бег и ходьбу, а также эллиптический грибной тренажер. Еще из интересного есть функция Virtual Pacer для соревнования со своим прошлым результатом. Во время тренировок можно управлять плеером смартфона. При входящем звонке приходят только уведомления. Вибро хорошая, настраиваемая, уведомления приходят моментально, но отвечать на момент обзора на них было нельзя. Если что допилили, напишите. Иконки приложений, как и смайлики, отображаются. Есть поддержка неинтересного большинству Amazon Alexa, хотя в комментариях были люди, которым им пользовались. Емкость аккумулятора 232 мАч, полный цикл зарядки
зарядки занимает 1 час 45 минут. В максимальном активном сценарии использования со всеми отслеживаниями часы проживают не более 3,5 суток. У меня. Приложение стандартное Amazfit ZEP. Оно полностью на русском языке, все в нем предельно ясно. Минусы — это подбородок у браслета довольно внушительный, нет автояркости, нет модулей GPS NFC, сбросить вызов с браслета нельзя. Я не нашел функции предупреждения о разрыве связи браслета со смартфоном, так было на момент обзора, и это грустно. Нет быстрых ответов на звонок, нет динамика, маленькое время автономной работы. Резюмирую, неплохой фитнес-браслет, в котором есть почти все необходимые современному жителю функции. Мониторит основные параметры здоровья, он прямо-таки очень хорошо. Мы же помним, кто Xiaomi делает браслеты, правда? На втором месте моего топа сегодня это, разумеется, Huawei Band 7. К плюсам данного смарт-браслета я отнесу перманентное измерение пульса, сна и уровня стресса. 96 спортивных режимов, отличное время автономной работы, приятные материалы, качественная сборка и привлекательный дизайн. Водонепроницаемость для отслеживания занятий в воде, возможность отвечать на входящие уведомления и вызовы быстрыми ответами. Весит браслет с ремешком 28,8 грамма, стандартно для смарт-браслетов. Русский язык на борту, разумеется. На выбор есть 4 расцветки, не только ремешка, но и корпуса браслета, что хорошо. Ремешок быстросъемный, выполнен из силикона, корпус выполнен из полимерных материалов. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, физическая кнопка и датчики мониторинга состояния здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп и оптический датчик измерения пульса. Браслет также может мониторить уровень кислорода в крови, сон и уровень стресса. Пульс и SpO2 можно измерить в ручном и авторежиме. Все показатели приближены к реальным. Отклонения есть, но в пределах разумного. Фаза сна браслет мониторит отлично. Физическая кнопка отвечает за переход к меню или возврат. AMOLED-дисплей имеет размеры в 1,47 дюйма и разрешение 194 на 368 пикселей. Картинка хорошая, насыщенная. Скроллинг довольно плавный. На солнце яркости мне лично хватает. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, а время функции постоянно включенный экран 20 минут. Полноценный АОТ на борту с 5 видами. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает отлично. Также можно активировать функцию включения экрана при нажатии на него. Установить пин-код на браслет можно или включить режим «Не беспокоить». По свайпам все стандартно, повторяться не буду. Меню небольшое, из интересного есть тренировки, пульс, SpO2, активность, сон, стресс, дыхательные тренировки и музыкальный плеер, с помощью которого можно управлять треками на смартфоне. Погода, таймер, секундомер с возможностью работать в фоне. Есть будильник, которым можно устанавливать прямо с браслета, есть фонарик и поиск телефона. Bluetooth версии 5.0, операционная система Harmony OS версии 2.0, 97 режимов, а также режимы отслеживания плавания намекают на защиту от воды, разумеется, 5 атмосфер. Есть автоопределение активностей, входящий звонок можно сбросить или воспользоваться заготовками для быстрых ответов. Вибра хорошая, настраиваемая, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются. Емкость аккумулятора производитель решил не указывать, полный цикл зарядки занял 1 час. В активном сценарии использования с мониторингом всех показателей браслет проживет до 6 дней. И это если использовать АОТ. С включенным Always On Display время жизни браслета значительно снижается. Быстрая зарядка на борту, за 10 минут зарядки браслет зарядился на 15%. Стандартное для Huawei приложение здоровья полностью на русском языке. Все настройки вы можете посмотреть в отдельном обзоре, еще раз повторяюсь, по ссылке в описании. Так же, как и по ссылке посмотреть, сколько он сейчас стоит на Али во время сейла. Есть циферблаты, с помощью которых можно переходить к приложениям, что удобно, есть опция предупреждения об отключении Bluetooth. Минусы: нельзя загружать музыку на браслет, разумеется, нет Bluetooth кнопки, если у вас не смартфон Huawei или Honor. Нет модулей GPS, NFC, не отображаются смайлики, заметный подбородок экрана, нет микрофона и динамика, с включенным Always On дисплеем экран не загорается при поднятии руки, что странно. Резюмируя, это отличный браслет со своими недостатками, которые вполне возможно к вашему просмотру уже допилили. Но, разумеется, никаких там NFC и GPS запихать не смогут. Если у вас Honor или Huawei, однозначно вам брать именно этот браслет. Первое место и лидер сегодняшнего топа, разумеется, это Xiaomi Mi Band 7. Самый узнаваемый представитель бренда. Как мы помним, эти браслетики Amazfit как раз делал для Xiaomi, правда? Начиная с первого. А теперь они мини-конкуренты. А-ля. Новинка, которую вы все ждали. Довольно большой AMOLED-дисплей по сравнению с прошлыми моделями от Xiaomi. Более 100 циферблатов. Поддержка Always On Display. Мониторинг сердечного ритма и SpO2 в автоматическом режиме. Мониторинг сна. Профессиональный анализ тренировок VO2 Max. И да, раньше данный показатель могли измерять, например, топовые гармины за несколько сотен долларов. А здесь вы видите, что этот показатель определяет браслет за пару десятков, если быть точнее. Также на борту более 110 спортивных режимов, время автономной работы до 2 недель и стандартные 5 атмосфер водонепроницаемости. Капсула браслета весит 13,8 грамма, на выбор есть ремешки разных расцветок. На задней крышке браслета расположен контакт двухпиновый для зарядки и датчик мониторинга показателей здоровья. Из датчиков на борту трехосевой
гироскоп, трехосевой акселерометр, датчик ЧСС и СПУ-2, датчик мониторинга сна, уровня VO2 Max и уровня стресса. Погрешность при измерениях у меня была небольшая, в пределах 2-3%. Сон мониторит корректно, как и фазы сна. AMOLED-дисплей имеет размер в 1,62 дюйма, разрешение 192 на 490 пикселей. Он покрыт закаленным 2,5D стеклом с олеофобным покрытием. Плотность пикселей 326 ppi стандартная для смарт-браслетов. Время до отключения экрана максимум 15 секунд. Полноценный АОТ на борту, его стиль зависит от установленного циферблата. Функция экран всегда включен максимум до 20 минут, прошу не путать ее с Always On дисплеем. На браслет можно установить шестизначный пин-код и включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана все стандартное, снизу вверх выводится меню, в котором есть все необходимое. По активности, измерения пульсов и кислорода в крови. Традиционно можно управлять музыкой на смартфоне, будильник, который можно устанавливать с браслета, фонарик, женское здоровье, секундомер, который может работать в фоне, поиск телефона тоже есть. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, что уже существует 5.3, так что ждем новых браслетов. Есть распознавание 4 видов плавания, есть автоопределение активности, из редкого браслет понимает занятия на гребном тренажере, а также эллипсоид. Беговую дорожку он тоже понимает, входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Но на момент обзора у меня данная функция работала не очень. Сейчас работает, как пишут, на ура. Вибромоторчик хороший, силу вибраций настроить можно. Уведомления приходят моментально. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики отображаются 50 на 50. Аккумулятор имеет емкость 180 мАч, заряжается полностью за 2 часа. Не быстро. При активном использовании с мониторингом всех показателей организма, что умеет данный браслет, кроме АОДа, он прожил у меня не более 7 суток. Очень хороший результат. С браслетом спокойно можно купаться, плавать в бассейне или открытой воде, но напоминаю, что любые электронные устройства, как бы они ни были защищены, нежелательно использовать в бане либо в соленой воде. Электроника вся одинаковая. Ее можно убить, даже если она а-ля неубиваемая. Приложение для управления браслетом Mi Fitness, то есть можно спокойно покупать китайскую версию браслета и не приплачивать. Нет необходимости менять регион. Минусы: нет автояркости дисплея, скроллинг не совсем плавный, иногда проскальзывают рывки. Частота обновления экрана всего 30 Гц, что неудивительно, маловато она все равно. Нет модулей GPS NFC, нет быстрых ответов на уведомления. Функция Bluetooth кнопки пропала из браслета после обновы, и вернуть ее у меня не получилось. Нет микрофона, динамика, не отображаются полноценно смайлики. Естественно, там нет галереи, туда нельзя закидывать музыку или подключать Bluetooth устройство, ничего там нельзя устанавливать, ведь это браслет, в часах-то не во всех можно. Резюмировать хочу так: это продвинутая версия Mi Band 6 с более ярким экраном, большего размера, большим количеством спортивных режимов и наличием Always On дисплея. За эту цену данный браслет по соотношению цена-качество уверенно занял первое место моего сегодняшнего топа. И резюмировать я хочу довольно просто. В браслетах есть куда копать с одной стороны, с другой стороны, как вы уже заметили, по большому счету только два бренда по-настоящему создают друг другу конкуренцию. Это Xiaomi, в которых я все равно включаю Amazfit, и Huawei. И как бы мы ни танцевали, это слишком мало для того, чтобы браслеты начали становиться более функциональными. Это сложный технический продукт, очень маленький по размеру. И то, чего они уже достигли, это, конечно, круто. Разумеется, мы с вами будем ждать и внутреннюю память, и возможность установки приложений, и eSIM, и рабочий NFC для нас. Но на данный момент в каком-то смысле уже года полтора-два браслеты топчутся на месте. Ну да, появились у нас быстрые ответы. И все. Ну да, стали чуть-чуть лучше экраны. Но автономность не подтянулась, и еще много-много вопросов к тому, куда это все дело будет развиваться. Потому что даже Mi Band 3 по большому счету перекрывал все те потребности, которые перекрываются сейчас седьмой версией Mi Band. Надеюсь, топ был вам полезен. Не забудьте поставить лайк, написать в комментарии под обзором. И напоминаю, что нет, к сожалению, на рынке ничего из других брендов, чтобы я мог сюда спокойно запихать те же опповские браслеты, либо еще какие-то из разряда OnePlus-овских. Но это жалкое подобие левой руки. Надеюсь, вы не знаете этот анекдот. Спасибо за просмотр. Девайсом да. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья.